Рейс задержан на 1,5 часа. Что я здесь буду делать 1,5 часа, я не знаю, потому что я приехал вовремя. Всем привет, вот я и в Крыму. Сейчас я вам покажу, где я остановился. В этот раз в другом месте. Раньше я останавливался в Паломнике. Я вам это обязательно сейчас покажу. VIP номера с садиком. А вот в таких домиках живу я, в одном из них. И вот как это выглядит. Здесь лежачок есть на всякий случай, стол. Вот так тут, в принципе, уютненько. Такое маленькое бунгало, кондиционер, телевизор, окно и кровать, и все. Вот. Остановились бы в таком, пишите в комментариях. Деталь путешествия в Новофедоровку. Здесь рядом расположен военный аэродром. Поэтому каждое утро с 6 утра примерно они начинают свои учения. Иногда чуть позже, вот сегодня позже начались. Вот прямо над поселком летают самолеты, очень шумно, очень странно. Раньше его здесь не было, когда я первый раз здесь был, потому что это было при Украине, и тогда этот аэродром был закрыт, зарастал травой. Вот сейчас его возобновили вот в 2014 году буквально, и теперь здесь довольно шумновато. Вот так здесь иногда весело. Нет, ну это уже сумасшествие. Крутится. Воу-воу-воу. Ой-ой-ой. Вот и мое любимое место. Здесь огромный лесопарк или саванна африканская, не знаю, как это назвать, такой пустырь заброшенный. Никто сюда не ходит, ничего здесь не происходит, тишина. Здесь можно творить, писать книгу, я пишу книги. Этот парк наполовину разрушили, здесь построили детский сад, вот где-то там. Но, к счастью, много чего осталось, так что буду здесь сейчас наслаждаться. В дневную жару, когда очень жарко, хочется куда-нибудь пойти в тенек. Довольно странная такая погода. Резко настала, завтра обещают дождь, поэтому я сегодня
на всякий случай решил сходить все-таки на Сакское соленое озеро. По пути надо пройти мимо вот такого озера пресного. Нам не сюда, нам вон туда, в заросли. С собой обязательно нужно брать пресную воду, чтобы соленая вода не затекла в глаза. Это очень опасно. Готово. Мне один раз попадала в глаза вода. Из этого озера было очень больно. Обычно здесь волны, вот кто-то мяжется грязью, я это не рискну делать. А вон там Саки, ближайший отсюда городок. Всякие санатории лечебные, как раз основаны на вот этой всей грязи и соли. Все-таки розовое в этом году, смотрите, я не знаю, передает ли цвет, как фиолетовый немножко. Вот здесь не очень, там вот видно. Это из-за того, что тут, видимо, рачки как-то начинают активничать в это время года. Это единственный, кто здесь живет. Дольше 15 минут тут вообще нельзя купаться. Иначе это будет вредно, а так очень полезно. Вот этот самый рачок, вот он здесь и живет. Остальные здесь не могут жить, в принципе. Я не взял с собой камеру, пришел через неделю, но сейчас уже точно розовое озеро. Я надеюсь, телефон передает этот цвет. Вот так и лежишь, отдыхаешь. Я даже снимаю на телефон. Вот, и красота, и не тонешь вообще. Вот так. Потом тело начинает покрываться солью. Потом хожу и облизываю себе, это очень вкусно. Странно звучит, но это правда. У нас тут немного штормит, но не беда. Не так уж и холодно. Сегодня я иду на концерт церковного хора, храма, который построили на средства туристов, паломников. Первый раз спрыгнул с большого пирса. Обычно я прыгал вон там. Сейчас я прыгнул отсюда. Немножко страшновато, но в принципе интересно так. Молодец. Вот так и выглядит счастье. Я уже говорил, что на деньги паломников, которые останавливались в паломнике, построили храм. Строили его около 5 или 6 лет. Расписывали около 4 лет. Расписывал один человек. Я его лично знаю. Это просто очень красиво получилось все. Первый раз, когда я сюда приезжал в 2010 году, здесь был лишь фундамент. Сейчас придем к этому храму. Можно идти по цивилизованной дорожке, но, естественно, я иду по моему любимому парку, лесопарку, саванне. Сейчас покажу храм. Привет. Что такое? В чем проблема?
Ну вот, наконец, хотя бы сам посмотрел, что там, потому что все время в алтаре я помогаю здесь алтарникам. Батюшку пригласил несколько лет назад, и вот я приезжаю и все время там вот так в алтаре и нахожусь. Прибегаю, убегаю, а посмотреть нормально не получается. Ну вот, в общем, очень красиво. Всегда было интересно, что будет, если на дискотеке выключить звук. Странно, не правда ли? Может, жизнь совсем не для этого? Может быть, мы что-то делаем не так?